Всем привет! Вы на канале Марио, я Супер Санек. На данном уроке мы рассмотрим световые линии от компании Axe. Здесь будет с затяжкой транслюцидом, а здесь будет световой короб со стаканчиками. Светильники, стаканчики. Сейчас мы вам все наглядно покажем и расскажем. Погнали! Так, отрываем обязательно уголочек. Цепляем. Подтягиваем. Для более удобного и качественного монтажа мы используем прищепочки, которые у нас есть на сайте. Ссылочка будет в описании. Смотрите, мы сейчас прихватим два внешних угла. Вот у нас две таких Г-образных конструкции, потому что если мы сейчас углы оттянем, у нас все это разбежится в разные стороны. Поэтому у нас останется одна припайка, потому что в профиль будет заворачиваться вот таким макаром, обтягивать его. Давай, прогревай. Сейчас прихватываем внешний угол. Мы это делаем для того, чтобы, если мы сейчас здесь заправим, у нас вот эти вот все края уйдут. Потому что у нас сложный потолок, два выреза. Вот таким макаром управляем сначала рукой его, и потом зачаливаем. Сейчас мы возвращаемся к предыдущему углу, потому что у нас там просто прихвачено, чтобы он никуда не вылетал. Обтягиваем. О, уже продырявили. И вставляем паз, потом шпателечком. Дырочку чуть-чуть уже порвали. Я думаю, все заправится. Ну все, мы заправили эти диагонали. Теперь растягиваем углы все. Мы были недавно на форуме, на 13-м. Нам на тесты подогнали лопатки СПБ. Сейчас мы ее будем тестировать. Да, такая увесистая лопаточка. Да, этим шпательком удобно тянуть. Так как угол запилен под 45 градусов, здесь у нас не умещается гарпун. Поэтому вырежем такую галочку. Очень тяжело вставляется сюда. Надо попасть гарпуном именно в паз, чтобы здесь не было, ничего не торчало. У него получается вот он паз. Глубоко достаточно сидит. Здесь останутся морщинки, будем их потом разгонять. Вот у нас паз. Думаю, видно. Гарпун нужно развернуть, чтобы он туда заправился. Сейчас еще морщины будем разгонять по ходу дела. Но вот эту припайку нужно завести за угол. Пальцем заводим. Чтобы разгладить морщины, мы сейчас вот так вот руку засовываем и чуть-чуть их отводим от угла. Когда заправляете, не дай бог, шпателем не касайтесь вот этого бортика, иначе сразу будет отверстие вот этого борта. Если уголком зацепитесь, сразу отверстие. Так выглядит.
Осталось самое интересное — заправить вот этот торец. Сейчас оттягиваем, чтобы она подтянулась ближе к углу. Буквально прихваточку. Вот у нас на раскрое видно, где угол. Здесь. Не-не, пока не грей. Так, берем его и подворачиваем, направляем в камеру. Куда он залазит? Конечно, уже тяжеловато становится заправлять такие уголочки. Это вот эти углы, если по прямой от стены до стены у вас будет, вообще проблем никаких нету. Все сюда прекрасно залазит. Убираем морщины с помощью малярного скотча. Подразглаживаем их. Ну все, мы завершили монтаж в профиль AX, световая линия, и у нас остались морщинки, то есть снизу они разгладились, а внутри получается как щербинка, то есть там мы не можем вклеить линзу, и поэтому мы сейчас будем его шприцевать. Заливаем клей Космофен. Так зальем. Два кубика, я думаю, нам за глаза хватит. Нам понадобится одна капелька, поэтому вот буквально вот такая. Вот у нас вот это вот такие морщинки получились. Здесь снизу ее нету. Сейчас я возьму, вклею, капну туда космика и приклею ее таким макаром. Ну, лучше, конечно, инсулиновый шприц использовать. Нет, не лезет нифига. Давай отсюда. Ради эксперимента. Все. У нас получается вот такой уголочек. Все четенько. Ну и вот такие же у нас углы. Вот их прекрасно видно. Сейчас с ними будем проводить ту же самую процедуру. Ну вот мы и закончили монтаж световых линий компании AX. Сейчас будем затягивать транслюцид, но изначально сделаем замер. У нас здесь установлена светодиодная лента LEDS Power. 240 диодов на метр. Сейчас замеряем люксметром, сколько она выдает, потом замеряем отобьем, сколько сжирает транслюцид. Ну все, здесь стоит лента 240 диодов на метр, свет нейтрально-белый. И на уровне пояса она выдает 530 люкс, 530, да, 550.
Здесь 3 метра 20 сантиметров. Сейчас затянем транслюцидную пленку, также сделаем замеры и посмотрим, сколько жирает у нас свет она. Ну вот мы и осилили этот потолок. Конечно, затягивать транслюцид было вообще легко, никаких проблем. И сейчас мы замеряем уровень освещенности в люксах. И у нас получается 450 люкс. Где-то вот 450 скачет. То есть в районе 20% сжирает транслюцид, поэтому учитывайте это при монтаже. Ну все, на данный момент мы закончили монтаж профиля АКС световые линии. Сейчас мы смонтируем 4 светильничка электростандарт. Ссылочка тоже будет в описании. Вот мы и закончили установку натяжного потолка с нишами от компании АКС. Данные ниши нам прислал Геннадий на пробу, на тест бесплатный. Вот мы сейчас установили их с транслюцидом и просто черная ниша. Какие нюансы здесь ждут вас? Вот с внешним углом вообще проблем никаких. С внутренним, если у вас есть возможность куда-то оттянуть, тоже вообще никаких проблем. Проблемы возникают вот с этим узеньким торцом. Потому что там либо только на клей вклеивать, другого варианта нет. Скотч на антилинзу ты уже не приклеишь. А так в целом выглядит хорошо и красиво. Сейчас в сравнении мы покажем, сколько люминов выдает 4 лампочки Эколо 10-ваттные. Свет также свечение нейтрально-белый. 4200. Становимся на уровне пояса. Ну, в районе 350. Вот прям под лампочкой 350. 350. 350, 360. 320 здесь. Вот прям в самом освещенном месте 380. На данном уроке мы протестировали световые линии и нишу от компании АКС. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их внизу под этим видео. И также пишите в комментариях, какой вам цвет понравился больше, белый или черный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте первыми с Марио.